Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. И в этом ролике я покажу вам первый этаж дома, который мы снимаем в Лос-Анджелесе и в котором я проведу 2 недели. Проходите, он очень интересный и необычный, я спешу его вам показать. Сам дом находится на склоне холма, и он имеет очень необычный интересный ландшафт. И этот ландшафт обуславливает его внутреннюю многоуровневость. Здесь есть подиумы, порожки, ступени, вот эти дополнительные уровни, которые радуют нашу внутреннюю обезьянку древнюю, либо нашего древнего внутреннего ребенка. Разберитесь, кто у вас там радуется от этого, потому что можно полазить, это, в принципе, очень интересно и необычно. Но, с другой стороны, я помню, как я сидела на лекции, и нам преподаватель рассказывал, что если вы не взлюбили своего заказчика, то обязательно проектируйте ему домой подиумы, ступени и дополнительные вот эти разные уровни, чтобы он спотыкался и постоянно падал. Это будет ваша месть. И я это запомнила. Это правда, что дополнительные необоснованные подиумы и ступени – это всегда дополнительный источник риска, и они могут быть травмоопасны. Потому что, когда они есть в доме, нужно включать вот этот моторчик, который отслеживает, где же начинается граница этих ступеней и подиумов, чтобы туда не наступить случайно, не оступиться в этом месте, нужно очень внимательно следить, это такая точка концентрации. И этот дом, он, конечно, очень интересен, он очень развлекает, но постоянно нужно быть в напряжении, чтобы не наступить на эти ступени, и особенно в тапочках эти ступени не проскользить. В этом подиуме находится хранение, здесь есть большой шкаф и комоды в ассортименте. Еще здесь есть зеркало и небольшая такая консоль, на которой еще, в принципе, можно и сидеть, и что-то померить, примерить. В общем, очень удобная такая зона гардеробной, зона хранения. Вот это вот дверь на лестницу на 2-й этаж. В настоящий момент там живут хозяева на 2-м этаже. Рядом с входной дверью есть небольшой шкафчик. Это хранение для верхней одежды и роутеры, и ТВ-приемника. И, в принципе, оно в Лос-Анджелесе не должно быть большое, потому что здесь пуховики не очень актуальны. И рядом есть как будто бы еще один шкафчик, но на самом деле это не шкафчик. Но прежде чем я его открою, я расскажу про эти ручки. Хозяева очень хотели сделать этот дом в исконном минимализме. Минимализм пришел из Японии, поэтому здесь очень много так или иначе японских элементов, или то, что напоминает о Японии. В том числе и вот такие вот ручки, максимально минималистичные. И за них невозможно схватиться и открыть эту дверцу, если, например, у вас мокрые руки. Вот я открыла бутылку, на которой был конденсат после холодильника, и все, я уже не смогла открыть эти дверцы. Ну, это бардак. Значит, открываем эти дверцы, и что мы там видим? Мы там видим полноценную маленькую кухоньку. И как гостевая кухня она прекрасна. Можно купить продукты из супермаркета, здесь что-то даже порезать и немного приготовить. И, в принципе, этого достаточно. У хозяев на 2-м этаже есть своя большая полноценная кухня, а здесь для такой вот зоны отдыха вот это помещение, 2 квадратных метра, просто прекрасно. У американских интерьеров надо взять на вооружение любовь к креслам-реклайнерам, где можно вот так вот прилечь, а потом собраться и, например, поработать. Это очень удобно, но в России у нас пока очень мало таких моделей, и все они достаточно страшненькие, поэтому выбирать надо очень избирательно. Здесь еще есть символическая дверь-ширма, отодвижная стеночка, которую мы вот так вот сдвигаем, и заходим в помещение ванной комнаты. И оказывается, что здесь нет еще одной стены. И на самом деле это получается такое открытое пространство, но зато за счет того, что нет вот этой стены, можно лежать в ванной и смотреть на бассейн, на кроны деревьев, на холмы и на Лос-Анджелес. Здесь еще есть прекрасная душевая. Она прекрасная, во-первых, потому что здесь есть тиковое напольное покрытие, очень приятно для ног. Если у вас есть такая возможность, попробуйте извернуться и сделать такое удовольствие себе дома.
А во-вторых, здесь есть душевая перегородка из стекла без каких-то дополнительных рамок, и она очень аккуратно и минималистично смотрится. Но я уже вижу, как вы начали строчить мне комментарии на тему: как же мыть эту стеклянную перегородку, это же я буду постоянно ее все время отмывать, какой кошмар, о боже, боги дизайна, что же вы делали, как же вы пропустили это? Здесь хозяева заботливо положили вот такой вот скребочек. Они не знали, что есть уже специальные полочки для душевых, где скребочек вот этот вот встроен в эти полочки, и можно его так достать. В общем, зачем нужны скребочки в душевых, где есть стеклянные перегородки? Когда вы помылись, у вас здесь все забрызгано каплями, вы взяли, вот так чик-чик-чик-чик, все протерли, и у вас душевая всегда будет в хорошем, чистом, прозрачном состоянии, и вы не будете видеть никаких капель. Я сама замеряла, вот это вот чик-чик-чик занимает буквально 10 секунд. Для перфекционистов чистое стекло – это очень важно, и 10 секунд потратить можно. За месяц проживания в Соединенных Штатах это мое 11-е жилье. И здесь первый раз я вижу душевую лейку с гибким шлангом. О, как прекрасно! Боги дизайна меня услышали. А еще здесь есть вот такая, это называется тропический дождь. И вот такие вот форсунки, которые делают массаж спины. Кстати, очень удобно, они выстреливают прямо сюда. И в итоге получается, что вот эта зона, которая не защищена стеклом, она вообще никак не намокает, и туда в принципе не попадают брызги. И еще у меня здесь есть одна радость. Здесь наконец-то есть нормальная ванна, достаточно глубокая. И здесь есть душ. И я сначала подумала: вау, наконец-то я нормально помоюсь. Но не тут-то было. Я смотрю, а здесь есть какая-то кнопочка черная. Я думаю, такое встречается обычно в гигиенических душах. Что это такое? Может, переключение? Я включаю воду. И смотрю, что вода здесь идет только от нажатия. То есть нужно постоянно держать палец, чтобы вода лилась из душа. То есть даже в такую ванну, в такой интерьер они поставили лейку для гигиенического душа. Мне кажется, так лейку для ванны еще никто не унижал. А унитаз спрятан вот за такой дверью из матового стекла. Вот тут вот. Маленькая такая кабиночка, которая никак не закрывается, кстати. Все на доверии. Если вдруг на вас напала волна стеснения, вы можете вот эти шторки льняные задернуть и как будто бы изолироваться от всего происходящего, не видеть здесь пейзажей никаких, как будто бы представить, что здесь нет людей, но на самом деле, конечно, это очень иллюзорная такая изоляция, потому что все слышно, все на самом деле видно, и все это достаточно символически. Поэтому, чтобы жить в таком помещении, нужно, конечно, немножко перестроить свое сознание и отказаться от привычки всегда закрываться в каких-то местах, где нужно обязательно непрозрачные стены, закрытые двери и 8000 защелок. Здесь все достаточно по-свойски, и для этого нужно, конечно, открывать немножко сознание и переосмысливать пространство и себя в этом пространстве. Напишите внизу в комментариях, смогли бы вы жить в таком открытом пространстве, или для вас является диким быть настолько откровенными со своими домочадцами. Лежа в ванной можно смотреть на обеденный стол, и с обеденного стола открывается прекрасная перспектива на бассейн, лежаки, крону деревьев, потому что корни все ниже, мы помним, да, что здесь склон, и мы не видим корни лысые, мы видим только пушистые деревья. И вот там вдалеке можно увидеть холмы, дома и закаты Лос-Анджелеса и всю другую сопутствующую красоту. И вот тут вот рядом со столовой есть дверь, через которую мы можем попасть на прекрасную террасу. Хозяева этого дома решили не оставлять здесь уклон, а сделали искусственный новый уровень, где обложили все деревом и организовали бассейн. Когда я впервые увидела этот бассейн, я подумала, что он, конечно, очень маленький, и в нем будет совершенно неудобно плавать. Но поплавав здесь, я поняла, что этого размера для частного использования вполне достаточно, и тут можно вдоволь нарезвиться.
Поскольку здесь искусственно возведенный уровень, хозяева решили не заморачиваться с уходом за натуральным газоном и его высаживанием на этом искусственном пространстве, а раскатали здесь искусственный газон. Но я была поражена, насколько он мягкий и приятный для стоп. Я тут босиком ходила. И мне очень понравилась эта пластиковая травка. Она скорее похожа на какой-то качественный газон для футболистов, чем на какую-то колючую непонятную субстанцию. Мне очень понравилось. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, если понравилось это видео, и пишите в комментариях, что в этом доме вам понравилось больше всего. До новых встреч, всем дизайн!